Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Илья Шибаршов. Рад приветствовать вас на своем канале Шибуршим по Австралии. Раз вы смотрите третий выпуск, значит вы уже подписаны. А если еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Вас ждет очень много всего интересного. Сегодняшний выпуск будет посвящен 3 паркам отдыха в городе Перт, столице Западной Австралии. Это Хайд Парк, Кингс Парк и Квинс Гарден Парк. Я думаю, мы начнем с Хайд Парка. Ну что, я завожу свою табуретку. Давай! Поехали! Так, ну что, десантировались. Тут, получается, парковки организованы как таковой нету. Все ставят, видите, вдоль дороги на обочине. Ну, то есть нормально, там знак висит, что можно парковаться. Ничего страшного. Немножко пройдемся. Сейчас пойдем ко входу. Мы, наверное, с вами сейчас пройдемся. Я покажу, как в основном люди отдыхают, что делают. Вон здесь в каждом парке, практически, в каждом парке, почти в каждом дворе стоят мангалы. Блин, и мангалы, грили. Ну, отдыхают как, само собой. Это не танцы-шманцы, это шашлыки. Мангалов нет, но есть великолепные грили. Все государственное, общественное, пожалуйста, подошел, воспользовался. Но главное за собой убрать. Организованы контейнеры для выброса мусора. Но мы тоже, когда жарим, всегда за собой убираем обязательно, чтобы гриль после себя не оставался непонятностью. Там на заднем плане у меня тетенька лежит, отдыхает. Видимо, уже впечатление набралась сегодня после обеда. Вот. Сегодня же предпраздничный день, так все так вот отдыхают. Накидаются и на поляну прыг спать. Пойдемте к грилю. Вот гриль, пожалуйста, тоже там ребята на полянке отдыхают. Что-то там веселятся. Ну, уже, видимо, весьма нетрезвые. Гриль. Рядом стоят столики небольшие, стульчики. Контейнера тоже вот поблизости. Совсем все рядом. Вот так выглядит гриль. Если хотите, я могу потом сделать отдельный обзор, как пользоваться такими штуками. Какое-нибудь интересное мясо в магазине куплю. Сосисочки. Ребра, конечно, не смогу на таком жарить. Но видите, тут кто-то вот делал и, блядь, не убрали за собой. Ну, как так? Хотя бы я не знаю, если бы меня оттерли. Ну ладно, уже от человека зависит. Подружки отдыхают. Терек. Жарко сегодня, видимо, вода горячая. Расслабляется. Вон там знак висит. Не буду подходить близко, показывать, что написано на знаке, чтобы уток не пугать, не смущать. На знаке написано: детей, собак к воде не подпускать, потому что вода не проточная, соответственно, вода она заражена какими-то там инфекциями сомнительными, подозрительными, и она очень плохо сказывается на здоровье человека и животных. Но птицам все нипочем. Вот я вспоминаю, что мы в детстве вытворяли, в каких запрудах не купались и болотах. Я думаю, еще похлеще были у нас и карьеры, и все остальное, чуть ли не в дерьме, грубо говоря. И ничего с нами не было, да? Сами вспомните. Постоянно. Со школы пришел, в сентябре рюкзак кинул, погода теплая стоит, пошли на карьеру купаться. Самое главное, глубоко не заходить, и все. Ну, сейчас немножко пройдемся по парку.
Вот так классические австралийцы отдыхают. Собираются в парках. Рядом гриль, детские площадки. Покрывало расстелил. Прыг. И можно культурное время проводить. Очень много собаководов здесь. И в каждом парке вот такие стоят штучки с пакетиками. Пакетик взял и за собой можно убрать за своей собачкой. Еще вот стоят вот такие водные станции для бутылочек. Здесь, во-первых, что удобно, все продумано. Можно собаку свою напоить. Открывается вот так вот кран. Собачка воды попьет, естественно. Ну и здесь то же самое. Либо здесь можно свою бутылку. Вода абсолютно свежая, чистая, все безопасно. Да, в продолжении о мангалах и такого количества грилей в каждом парке. Дело в том, что для Австралии, для всей страны, для континента лесные пожары — это целая трагедия, и поэтому правительство на государственном уровне уже давно запретило открытый огонь, в том числе и мангалы. Конечно же, есть такие какие-то определенные места в национальных парках, где вы можете разжечь костер, но там будет максимально все безопасно, огорожено камнями, специальные площадки будут. Это для любителей именно что-то поджарить на самом огне, а не на гриле. Грили в основном здесь в парках электрические, они бесплатные, есть с газовыми горелками. По Хайд-парку прогулялись, сейчас отправимся с вами в следующий парк. Я думаю, наверное, это будет удобнее всего заехать в Кингс-парк. Прибыли в Кингс-парк, сейчас будем пробираться к основному входу. На входной группе располагается вот такая карта с обозначениями, где что находится. Не думаю, что у меня будет физическая возможность полностью все обойти, но вот какие-то определенные места, конечно же, я вам покажу. Кингс-парк был открыт в 1895 году, то есть получается более 120 лет назад. Помимо этого, Кингс-парк в себя включает еще и ботанический сад. Ботанический сад в себя включает более 2000 различных видов растений. Сейчас я вам покажу. Вот так представлен ботанический сад. Под каждым кустиком, цветочком стоит табличка. На табличке написано, с какого конкретно места данное растение, его название на английском языке и на латыни. Мне, конечно, эти названия ни о чем не говорят, а учитывая, что мой вокабуляр, естественно, пока что еще достаточно скудный, я 90% этих слов не знаю.
Приближаемся к самому популярному месту, это мемориал. Обратите внимание, здесь получается по периметру стоят флагштоки, плюс на самом мемориале тоже еще есть 2 флагштока. Сейчас флагов нет, скорее всего флаги здесь вывешивают в связи с какими-то событиями определенными, либо праздниками. Сейчас очень удобное время, потому что, как видите, народу не очень много, практически нет никого. Но вот если вечером приехать, практически вся поляна будет занята покрывальцами, стульчиками и так далее. Дети здесь бегают, играют, занимаются, родители занимаются своими делами. Ну, все как у всех. Ну, это нормально. За моей сейчас спиной находится мемориал. Мемориал открыли в 1929 году в память погибших воинов, солдатов, которые сражались за свободу в Первой мировой войне. А вот это мемориальная доска с именами всех воинов. Австралийцев, естественно. В интернете, в открытых источниках также говорится о том, что мемориал со временем стали дополнять именами воинов, которые сражались и во Вьетнамской войне, и в Корейской войне, в Афганской войне, в Иракской войне в том числе. Прямо напротив мемориала располагается великолепная смотровая площадка. С этой точки видно весь город Перт. Вот можете посмотреть прямо-таки за моей спиной. Здесь это река Свон-Ривер. Давайте сейчас с вами немножко прогуляемся по ботаническому саду, пройдемся по основным тропиночкам. Друзья, смотрите, это, наверное, самое пожилое дерево, которое встречалось в моей жизни, это баобаб. Его возраст 750 лет, ученые посчитали. Эти дерево огородили забором от туристов, от людей, от детей в том числе, чтобы ему, естественно, не навредить. Кингс Парк достаточно популярное туристическое место. Ежегодно парк посещают более 6 миллионов человек. Учитывая, что в Перте население всего 2 миллиона человек, отсюда можно сделать вывод, что сюда прилетают люди как из других штатов Австралии, так и, скорее всего, из ближайших стран, откуда проще всего долететь. Это я так предполагаю. По Кингс Парку мы с вами немножко прогулялись. У нас в списке остался Queen's Garden Park. Предлагаю как раз таки сейчас сюда и отправиться. Все, машину припарковал. Обычно, если машину паркуешь, вот есть вот такие киоски, автоматы. Прописываешь туда свой номер автомобиля и прикладываешь карту,
денежки у тебя списываются. Надо потом обязательно квиточек положить себе под лобовое стекло на панель, потому что иногда инспектора ходят, проверяют, кто заплатил за парковку, а кто нет. И потом могут штраф, конечно же, сильно влепить. Поэтому лучше не рисковать. Но сейчас там табличка висит, суббота, воскресенье, халява, так что бесплатно припарковался. Так, заходим с вами в Queen's Garden Park. Здесь на входе таблички висят. Первая, значит, собаки обязательно должны быть на поводке под присмотром, а вторая табличка говорит о том, что нельзя кормить птиц. Но, допустим, в нашем случае, я помню, мы всегда выезжали в море, либо в Охотско, лебедей кормили хлебом, либо батоном. Но, наверное, это все-таки неправильно. Queen's Garden Park очень популярное место. Здесь часто устраивают фотосессии, особенно свадебные фотосессии. Неоднократно был свидетелем того, что здесь люди как раз таки с фуршета приезжали и продолжали банкет. Так, друзья, ну вот и подходит наш выпуск к логическому завершению. Сегодня нам удалось с вами побывать в 3 парках. Это Hyde Парк, еще раз повторюсь, Kings Парк и текущий парк Queen's Garden Park. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте одобрям, ставьте лайки, задавайте свои вопросы внизу под видео в комментариях. Каждый комментарий, каждый вопрос обязательно я отвечу. Всем пока и до скорых встреч!